Привет! Добро пожаловать в Minecraft 1.14.4. Сегодня я познакомлю вас с самыми интересными багами на этой версии, которые мне удалось найти на просторах интернета. Итак, начнем. Одним из нововведений 1.14 стала возможность ставить на люки, двери и стекла нетвердые блоки по типу рельс, лестниц, факелов и так далее. Надо ли говорить, что это работает не идеально? Поэкспериментировав, можно найти кучу недоработок. К примеру, если поставить рельсы на люк и затем открыть его, рельсы будут висеть в воздухе, опираясь лишь на несколько пикселей ребра люка. Точно так же это работает и с редстоуном. Если включить фантазию, то можно использовать этот баг для создания разнообразных декораций. По идее, зачарованные книги нужны лишь для того, чтобы накладывать чары на различные предметы, но в этой версии их функционал чуть расширен. По ошибке, конечно же. Дело в том, что вы можете добыть лед, дерн, подзол и тому подобное книгой на шелковое касание точно так же, как и любым другим инструментом с тем же зачаром. Только в случае с книгой, если вы сломаете лед, вам выпадет не только блок, но и на том месте, где он стоял, появится источник воды. К сожалению, с другими зачарованными книгами такое провернуть не получится. Если вы хотите построить большую железную дорогу, но создание энергорельс является для вас затратным делом, то можно обойтись и без них. Для этого вам понадобится житель, которого нужно посадить в лодку и разместить на рельсах. После чего толкаем на него вагонетку, и теперь он будет сидеть в ней и в лодке одновременно. Хитбоксы двух транспортных средств начинают отталкиваться друг от друга, тем самым создавая движение. Вам остается лишь сесть в лодку и наслаждаться дорогой. Пробовали ли вы когда-нибудь прыгать на лодке? Если нет, то лучше и не стоит, ведь это смертельно опасно. При условии, если лодка находится на воде и вы, сделав несколько прыжков, упали на какой-либо блок, ваше здоровье уменьшится, в зависимости от количества проделанных вами прыжков. Таким образом, можно разыграть своего друга, но будьте осторожны, ведь ваш злой друг может оказаться намного опаснее лодки. Что это? Птица? Самолет? Нет, это вагонетка, и летит она за счет реактивной удочки, которую сделать проще простого. Смотрите, если мы зажмем правую кнопку мыши, наш персонаж будет быстро забрасывать и тут же притягивать поплавок. Но этой скорости нам не хватит, чтобы поднять вагонетку в воздух. Поэтому идем в настройки управления и заменяем кнопку «Использовать установить» с ПКМ на любую клавишу клавиатуры. У меня это будет, к примеру, R. После этого вновь берем удочку и зажимаем кнопку. Как видите, скорость забрасывания поплавка во много раз увеличилась. Теперь садимся в вагонетку и начинаем закликивать ее. Хитбокс крючка цепляется за хитбокс вагонетки и затем притягивает его. Из-за этого вагонетка начинает двигаться. Чтобы изменить направление движения, нужно лишь повернуться самому, при этом не сводя глаз с вагонетки и, конечно же, не прекращая зажимать кнопку действия. Давайте теперь научимся летать. Если вы находитесь в выживании, то запаситесь огромным количеством удочек с максимальной прочностью. А иначе длительность вашего полета будет недолгой. Итак, выкапываем небольшую яму глубиной в 2 блока, после чего садимся в вагонетку и начинаем толкать ее в сторону этой ямы. Когда мы окажемся на краю и начнем, казалось бы, падать, вагонетка резко устремится вверх, и мы начнем лететь. Будущее уже здесь.